Всем привет! В конце марта и в начале апреля президент России Владимир Путин дважды обратился к народу из-за ситуации с коронавирусом в стране. В первом телеобращении глава государства в целях защиты от вируса объявил следующую неделю нерабочей, а во втором уже весь месяц. Впервые за всю историю России большая часть ее населения была посажена на домашний карантин, а жизнь целой страны буквально остановилась. В условиях самоизоляции люди стали по-разному реагировать на происходящие события. Одни начали готовиться к концу света, другие – ожидать новостей о стабилизации ситуации, а третьи – игнорировать введенные ограничения. Единственное, что объединило людей, это желание скорейшим образом вернуться к своей прежней жизни. Хватит гулять. Ну, пора на работу. С первых дней карантина многочисленные консультанты по телевидению и в интернете стали давать советы о том, как можно выгодно использовать внезапно образовавшееся свободное время. Благо, что мы живем в 2020 году, когда уровень технологического прогресса позволяет заниматься многими вещами, не выходя из дома. В связи с этим, каждый день человеческая фантазия открывает перед нами все больше возможностей в период карантина. С одной стороны, просторы для творчества позволяют жить полноценной жизнью, даже находясь в самоизоляции. А с другой стороны, не все же мечтают быть писателями, полиглотами, музыкантами и другими экстраординарными личностями. Для большинства людей дополнительные выходные дни элементарно ассоциируются с отдыхом, а не с возможностью предпринимать усилия над собственной ленью. В связи с этим можно сделать вывод о том, что самоизоляция не способствует самосовершенствованию человека. Грубый век, грубые нравы, романтизму нету, не дают человеку спокойно жить. Поскольку большинство россиян привыкло отдыхать после работы, лежа на диване перед телевизором, то разговоры о том, что самоизоляция благоприятствует творческому росту человека, оказывают на них лишь дополнительное негативное психологическое воздействие. В итоге СМИ вызывают комплекс собственной неполноценности у человека, который в период самоизоляции хочет просто отдохнуть, например, пересмотрев старые фильмы с любимыми актерами. Я убью его. Искусство нельзя уничтожить. Заряжай. Однако россияне не виноваты в том, что диван стал для них основным местом отдыха. Саморазвитию большинства наших граждан препятствует не столько отсутствие свободного времени, сколько неподходящие для этого жилищные условия. Ведь не в каждой отечественной квартире можно уединиться от жены, тещи, да еще и малолетних детей. Безусловно, не все россияне используют выходные дни только для отдыха. Некоторые люди в это время получают новое высшее образование, посещают курсы повышения квалификации и иным образом осуществляют поиск своего призвания, но, к сожалению, так и не могут его найти. В связи с этим возникает разумный вопрос. Зачем же тратить свое время на то, что вам никогда не пригодится? Я могу сказать одно. Будь у меня время, я бы не тратил его впустую. С другой стороны, если в период самоизоляции вам удастся, вопреки всему, улучшить какой-то свой навык до высот, с которых на вас обрушится головокружительный успех, то ваша жизнь изменится до неузнаваемости. Смена работы неминуемо повлечет за собой изменение круга общения, расставание с семьей, а затем, возможно, искажение моральных принципов. В результате перед вами возникнет новая дилемма. Стоит ли самосовершенствование таких жертв? Мисс, вы кто? Вам сюда нельзя. Мы оперируем. Прошу, уходите. Вы все равно не спасли бы его. Опухоль уже проникла с правой стороны в кору мозга. У меня в животе неизвестное вещество. Извлеките пакет. Он поврежден. Поэтому разговоры о том, что карантин полезен для саморазвития, это лишь эгоистичные заявления писателей, музыкантов, ведущих и других творческих деятелей. В лучшем случае это время полезно для них. Для большинства же россиян оно губительно и ведет лишь к появлению новых душевных ран.
В свою очередь, заявления творческих людей о том, что карантин поможет им в рождении новых шедевров, также вызывают вопросы. Ведь тюрьма, к сожалению, не является кузницей произведений искусства и их авторов. За исключением, пожалуй, рэперов и исполнителей шансона, для которых коронавирус действительно может стать новым источником вдохновения, так как он касается главных гангстерских тем – изоляции от общества и полицейского беспредела. Если ты через 15 минут не будешь стоять одетый в прихожей, Что ты мне сделаешь? я начну петь. Петь? Володь, не надо. Надо. Что за бред? Позабудь об этом дне, спор не нужен никому. Не читай нотации мне, мама, это ни к чему. Хорош. С музыки мне оставаться надолго нельзя. Какими новыми хитами нас порадуют рэпер Баста и Михаил Шафутинский, покажет время. Однако уже известно, что некоторые музыканты, пользуясь эпидемиологической ситуацией, начали делать ремейки своих старых хитов в целях придания им второго дыхания. При этом рэпер Серега даже был приятно удивлен, как его песня «Возле дома твоего» хорошо сочетается с вирусной тематикой. Друзья, послушайте сами. Я помню, как-то проходил, мимо иностранца проходил. Еще когда коронавирус не косил, вирус не косил, вирус не косил. Когда я в самоизоляцию попал, сразу же попал. И пульс мой биться перестал. И я решил, что сочиню тебе этот карантино-рэп. И спою тебе его. Друзья, стоит ли в период самоизоляции кардинально менять свои привычки и интересы, решать вам. Однако никто не мешает вам использовать это время для отдыха перед началом новой трудовой недели, которая непременно наступит. Приятного всем отдыха! Подписывайтесь на канал «Обо всем с юмором» и ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Пишите в комментариях о том, что вы думаете по этому поводу. Спасибо за внимание. Пока.